Всем доброго времени суток! Из названия вы уже, наверное, поняли, что речь пойдет о моющих пылесосах. А конкретно, стоит ли выбирать данный вид устройства или купить обычный пылесос для сухой уборки. Цель данного видео – определиться с выбором, нужен он вам или нет, взвесить все за и против. Я уже почти 1,5 года пользуюсь моющим пылесосом, и у меня есть что вам рассказать. Для того, чтобы определиться с выбором, я приведу основные плюсы и минусы данного вида устройства и немножко расскажу о каждом пункте. Итак, поехали. Вначале назову минусы. И первый минус – это высокая стоимость устройства. Наверное, это самое главное, что отталкивает людей от покупки данного вида устройства. Ведь стоят моющие пылесосы в 2 раза дороже. На эти деньги можно купить 2 обычных пылесоса. Один для себя, а другой, допустим, для тещи. Да и зарплаты у людей не очень большие, поэтому этот минус я поставил на первое место. Идем далее. Второй минус, на мой взгляд, это большой вес и крупные габариты всех моделей моющих пылесосов. Однозначно этот пункт для хрупких девушек. Моющие пылесосы точно не для них. А таскать за шланг производитель категорически не рекомендует, потому что его можно легко порвать. Еще проблематично хранить его в маленькой квартире. С пылесосами для сухой уборки все гораздо проще. Следующий минус – пылесос надо чистить каждый раз после уборки. В основном этот пункт, я думаю, для людей, которые не хотят заморачиваться. То есть они хотят просто пропылесосить, поставить пылесос на свое место и все. Поэтому моющие пылесосы точно не для них. Но это не про меня. Я точно знал, что я покупаю. Перед покупкой я, конечно же, прочитал много информации и посмотрел кучу обзоров. Кстати, и вам советую перед каждой покупкой это делать. Это существенно облегчит вам задачу. Что нужно сделать после каждой уборки? Нужно вылить грязную воду, вымыть контейнер, помыть фильтры, а также поставить их сушиться. В принципе, на этом все. Для меня лично это не проблема. Уходит у меня на это примерно минут 5. Зато пылесос стоит в чистоте и в нем не скапливаются всякие микроорганизмы. Во время влажной уборки, конечно, нужно затратить больше времени. Связано это с тем, что нужно отсоединить шланчики, опять же вымыть контейнер, фильтры поставить сушиться, а также вымыть шланг, потому что в нем скапливается грязная вода. И последний пункт в моем списке минусов – это то, что моющие пылесосы требуют больше затрат на электроэнергию. Связано это с влажной уборкой. Но если вы этой функцией пользуетесь мало, то соответственно энергии у вас больше уходить не будет. Потому что моющие пылесосы по мощности сопоставимы с обычными пылесосами для сухой уборки. А теперь расскажу о плюсах. И первый плюс – это возможность проведения сухой и влажной уборки в помещении. Это явное отличие от пылесосов для сухой уборки. Но не путайте моющий пылесос с пылесосом с аквафильтром. Это абсолютно 2 разные вещи. Моющий пылесос может как выдавать жидкость, так ее и собирать. А пылесос с аквафильтром этого не умеет. Единственное, что он может собрать небольшое количество жидкости. Запомните это. Следующий пункт – это доступность чистки не только ковров и поверхности пола, но также мягкой мебели, подушек, одеял, даже окон. То есть получается, что пылесос универсален и подходит практически для всего. Это огромный плюс данного устройства. Например, я мыл неоднократно диван, и после первого применения я удивился, какой диван может быть грязный. Вода была просто черной. А также мыл пол и ковры, все безусловно понравилось. Идем далее. Возможность чистки не только сухих загрязнений, а также пролитых жидкостей. Данный пылесос может с легкостью собрать большое количество воды, в отличие от обычной тряпки. То есть, когда мы берем тряпку, мы сначала собираем жидкость, потом выжимаем, опять собираем, опять выжимаем и так далее. Моющий пылесос сделает это все гораздо быстрее. И последний плюс – данный вид устройства подходит для аллергиков. А теперь немного поясню. Моющий пылесос оснащен аквафильтром, соответственно при уборке вся пыль попадает в контейнер с водой и оседает там, не распыляясь. Это очень актуально для людей, страдающими аллергическими реакциями и астмой, а также воздух увлажняется и фильтруется. На этом у меня, пожалуй, все. Можно, конечно, еще много поговорить о плюсах и минусах, но самое главное я вам назвал. Остальные плюсы и минусы, на мой взгляд, незначительны. Лично для меня плюсы перевешивают, я нисколько не жалею о покупке. У меня ничего не поломалось, все функционирует. Самое главное это следить за техникой, и тогда у вас все будет в порядке. Надеюсь, я помог вам определиться с выбором. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я всегда отвечаю.
Если вам понравилось данное видео, то поддержите канал лайком, а также подпиской. А чтобы не пропустить новые ролики, жмите на колокольчик. Всем добра и удачи!